Здравствуйте! В эфире пятый выпуск передачи «Золотой болт». Сегодня мы будем разбираться в механике пожара и средств пожаротушения, и вы узнаете, как умение ремонта и ящик с инструментами может помочь уберечь танк от пожара и детонации. А знаете ли вы, что прочность модулей умеет быстро восстанавливаться, не доходя до критического повреждения? Но как всегда, самое интересное ближе к концу выпуска. Начну этот по порядку, то есть с разбора механики пожара. Как вы все уже, наверное, знаете из прошлых выпусков, танк можно поджечь, повреждая два модуля. Это топливные баки и двигатель. К сожалению, как ни старался, не смог найти в интернете формулы или какой-то конкретики по механике пожара. Но тем ценнее те знания, которые удалось получить опытным путем. Процесс пожара состоит из трех составляющих. Это периодичность нанесения урона, сила пожара, то есть количество ХП, снимаемое при горении, и скорость тушения. От этих трех значений зависит последствия пожара, а именно время горения и итоговый урон, нанесенный танку. Начну с самого простого элемента, это периодичность нанесения урона. При возгорании любого танка урон наносится 2 раза в секунду, равной силе пожара. Первое повреждение вы получите уже через полсекунды после его возникновения. С этим элементом все понятно и добавить тут нечего. Далее рассмотрим силу пожара. Пожар в танке продолжается до тех пор, пока этот показатель больше или равен единице. Стартовая сила пожара случайна, и она не зависит от калибра, урона и дальности стреляющего. То есть, сколько урона от огня вы получите при первом повреждении, точно неизвестно. Диапазон разброса стартовой силы составляет примерно от 1 до 3% прочности танка. Причем у каждого танка существует свой диапазон разброса. У ИС-7, например, стартовая сила пожара примерно составляет от 2 до 3% от общего количества ХП. Привязать к уровню, типу и итоговому количеству прочности этот показатель не получилось. Скорее всего, диапазон разброса стартовой силы пожара регулируется разработчиками вручную относительно каждой техники. Следующая составляющая пожара – это скорость тушения. Этот показатель означает, насколько следующий урон от огня будет меньше предыдущего, то есть насколько уменьшится сила пожара. Вот эту характеристику мы можем поднять с помощью умения пожаротушения, который в свою очередь усиливается навыком боевое братство, а также модулем вентиляции и золотым расходником, дающим плюс 10% ко всем навыкам экипажа. Но запомните, если у вас не изучено умение пожаротушения, то доп-паёк с вентиляцией вам никакого бонуса к скорости тушения не дадут. А если вы пересадите экипаж со 100% умением пожаротушения на другой танк, переобучив за серебро, и, скажем, его прокачка упадет до 90%, то эффект от умения пожаротушения упадет до этого же уровня. Базовая скорость тушения на каждой машине своя. Четкой зависимости от уровня или общего количества ХП танка найти не удалось, но на большинстве машин, не считая танков начальных уровней, это значение примерно равно 1/20 от средней стартовой силы пожара. То есть в среднем без развитого умения пожаротушения ваш танк будет гореть около 10 секунд. Интересной особенностью пожара является то, что он также повреждает модули танка, а сам экипаж от огня не страдает. Итак, кратко выведем главную мысль. Пожар наносит урон танку каждые полсекунды, ослабевая после урона на коэффициент пожаротушения. Когда сила пожара становится меньше единицы, то он тухнет. Время горения и общий урон танка сильно зависит от случайного в определенном диапазоне значения стартовой силы пожара. А единственное, на что мы можем повлиять в этой формуле, это на скорость тушения, выкачав экипажу соответствующее умение, действие которого можно усилить боевым братством, вентиляцией и расходниками, в итоге сократив среднее время пожара и количество полученных повреждений примерно вдвое. Теперь приступим к рассмотрению противопожарных средств в порядке их эффективности. Самый эффективный способ потушить свой танк – это поставить автоматический огнетушитель за золото. Из его описания следует, что он включается автоматически. Но после проверок оказалось, что перед тем, как он сработает, вы один раз успеваете получить урон. То есть время его включения более чем полсекунды, а скорость реакции среднего игрока 0,2 секунды. Возникает логичный вопрос, а не лучше поставить ручной огнетушитель на удобную клавишу, например, на колесико мышки, сделать более заметную индикацию пожара и тушить ручным огнетушителем? Но как я ни старался, ручным огнетушителем у меня получилось тушить только после того, как огонь дважды наносил урон моему танку. То есть на тушение уходило более секунды. Но это все равно очень неплохо, и много урона танк получить не успевает. Хотя по скорости срабатывания в моем случае уступает покупаемому за золото. Продолжаем изучать инструкцию автоматического огнетушителя.
Там сказано, что он на 10% уменьшает шанс возникновения пожара. Но из третьего выпуска мы знаем, что когда у топливных баков заканчиваются очки прочности, возникает пожар, и никакой автоматический огнетушитель не способен предотвратить его возникновение. Стало быть, он уменьшает только вероятность возгорания двигателя. Ручной огнетушитель тушит пожар при активации и никаких бонусов не дает. С ним, я думаю, все понятно. Единственное, что хочу посоветовать, то ставить его всегда на всех танках в один и тот же слот и назначить удобную для нажатия клавишу. Так вы максимально сократите время на его активацию. Также не забудьте скачать мод с более заметной индикацией пожара. Стандартная иконка все-таки мелковата, и в пылу сражения не всегда сразу замечаешь, что танк горит. А командир экипажа говорит о пожаре далеко не в первую очередь. Далее по списку противопожарной эффективности стоят баки, заполненные СО2, ведь поджигают нас чаще всего, повреждая именно этот модуль. А он увеличивает прочность баков, как написано, на 50%, что даже для самых мощных орудий вашей уровневой группы почти наверняка исключает поджог с первого попадания. А после нескольких выстрелов из таких орудий актуальность пожара уже теряется, так как у танка заканчивается прочность. Но это не вся прелесть углекислого газа. Каждый модуль танка имеет такие характеристики, как максимальная прочность и прочность после ремонта. Так вот, баки с углекислым газом не только поднимают максимальную прочность на 50%, но и поднимают прочность после ремонта. А самое главное, когда у модуля снижается ХП ниже уровня, до которого происходит ремонт, он автоматически начинает чиниться. И благодаря поднятой углекислым газом планке, орудиями с маленьким уроном по модулю становится очень сложно поджечь этот танк, разве что если вам повезет и вы сможете быстро пару раз повредить модуль, что в бою очень сложно. А если дать ему передышку, то его прочность опять восстанавливается до безопасного для вашего орудия уровня. А без СО2 даже слабые орудия способны преодолеть этот ремонтный порог с первого раза, легко поджигая любые танки. Это же правило работает и с боекомплектом. И такой навык, как бесконтактная боеукладка в сочетании с оборудованием мокрая боеукладка, не только увеличит максимальное количество прочности, но и поднимут планку ремонтного уровня, сильно уменьшая шансы детонации для многих орудий. А умение ремонта и доп. Оборудования в виде ящика с инструментами ускорит восстановление прочности. Теперь рассмотрим умение пожаротушения. В описании сказано, что умение ускоряет тушение пожара, но не сказано насколько. В одном популярном ресурсе, посвященном игре, опубликованы данные, что оно дает плюс 100% скорости тушения. Но на тестах оказалось, что если прокачать его всем членам экипажа полностью, то скорость тушения возрастает на 80%, а не на 100%, как некоторые полагают. Также слышал расхожее мнение, что чем больше численность экипажа, тем быстрее тушится пожар. Но и это неправда. Численность экипажа никак не влияет на эффективность борьбы с огнем, неважно, качали его умение пожаротушения или нет. Ну и в последнюю очередь рассмотрим навык «Чистота и порядок». Здесь все просто, он на 25% снижает вероятность возгорания двигателя, которая у большинства машин равна 15 или 20%, то есть снижает эту вероятность на четверть, до 11 или 15% соответственно. Хочу обратить внимание, что чистота и порядок является навыком, а не умением, а значит, что начинает работать только когда выкачано на 100%. Конечно, мне хотелось вам подробнее рассказать и показать на экспериментах с доказательствами, но я ценю ваше время и поэтому не стал растягивать выпуск. Предлагаю просто поверить на слово. Для тех же, кто сомневается или просто интересно копнуть глубже, я планирую показать эксперименты отдельно от передачи. Также все данные, полученные в ходе проведения тестов, будут опубликованы в моем блоге. Так что вы легко сможете посмотреть и скачать экспериментальные данные, дополнить мои рассуждения и указать, если я вдруг где ошибся. Там же вы найдете ссылку, где можно скачать мод панели повреждений с более заметной индикацией пожара, продемонстрированной в этом выпуске. На этом у меня сегодня все. Надеюсь, этот выпуск вас порадовал, и вы узнали об игре что-то новое. Если так, то ставьте лайк. А я займусь следующей серией, в которой раскрою секреты о том, как огонь повреждает модули танка. Благодарю свой клан Red Dragon с помощью создания этого ролика. Всем пока, удачной охоты на виртуальных полях сражений.